Однажды ранним летним днем в городке Джаспер, провинции Альберта, Канада, мирная обстановка была нарушена чрезвычайным происшествием. В Центр спасения животных поступил звонок от жителя, живущего неподалеку от огромного и холодного озера Малинье. Звонивший сообщил, что рыжая лисица барахтается посреди озера и может утонуть в любой момент. Адам, опытный член спасательной команды, немедленно надел спасательный жилет, схватил сачок и поспешил к лодке. Озеро Малинье искрилось в лучах предзакатного солнца. Мелкие волны затрудняли наблюдение. Спустя некоторое время поисков он обнаружил крошечную красную точку, плавающую и слабо борющуюся в холодной воде. Лиса была истощена, ее 4 лапы дико били по воде, а затем ослабели. Голова поникала с каждой сильной волной. Адам умело направил лодку ближе, протянул сачок и вытащил ее из стремительной воды. Вода капала с промокшего рыжего меха, стекая по его рукам, пока он держал эту крошечную жизнь. Глаза лисицы были полны паники и страха, но ее тело было слишком слабым, чтобы сопротивляться. Адам прижал ее к груди, и его ровное дыхание помогло ей перестать дрожать. Спасательная лодка повернула обратно к берегу, неся с собой надежду на спасение существа, только что избежавшего края смерти. В спасательном центре Джаспера Адам быстро укутал лису в толстое меховое одеяло, чтобы согреть ее тело. Ветеринар тщательно осмотрел ее и пришел к выводу, что это было лишь переохлаждение и сильное истощение. Члены команды назвали ее «Рая», что символизировало свет и надежду после катастрофы. Поначалу Рая была очень настороженной, она забивалась в угол клетки, и ее глаза следили за каждым движением. Адам терпеливо сидел рядом, тихо разговаривая и помогая ей привыкнуть к присутствию людей. Он приносил вкусное вареное мясо и клал его рядом с гнездом, чтобы она могла уверенно выходить и постепенно его съедать. На 3-й день Рая робко подошла к еде, хотя Адам все еще сидел прямо снаружи. Неделю спустя она начала медленно ходить по комнате ухода. Ее мех высох, а глаза стали ярче. Адам чувствовал особую связь, как будто Рая знала, кто ее спас. Одним тихим вечером она подошла ближе, слегка коснувшись носом его руки, прежде чем отступить обратно в свое гнездо. Это хрупкое доверие заставило его понять, что она считает его безопасным местом, на которое можно положиться. Спасатели заметили, что Рая была ближе и спокойнее всякий раз, когда Адам был рядом. Через месяц Адам решил забрать Раю в хижину, чтобы продолжать лучше заботиться о ней. Маленькая хижина Адама располагалась на краю леса Джаспер, в окружении зеленых сосен и журчащего ручья. Он приготовил теплое гнездо рядом с большим окном, куда ярко заглядывало утреннее солнце. Рая быстро привыкла к своему новому дому, часто лежа на солнце и наблюдая за лесом. Днем Адам брал Раю на прогулку по краю леса, позволяя ей чувствовать открытую природу. Рая постепенно начала узнавать знакомый зов и часто оглядывалась, когда слышала шаги Адама. Хотя она все еще сохраняла свои дикие инстинкты, она больше не была чужой в его надежных руках. Мягкий кожаный ошейник с маленьким жетоном давал Рае ее собственный опознавательный знак. Ночью, когда Адам читал у камина, Рая сворачивалась калачиком у его ног, дыша ровно и мирно. Однажды Адам заболел, и Рая не покидала кровать. Ее глаза всегда следили за каждым мелким движением.
Привязанность между человеком и лисой росла молчаливо и крепко. Адам понимал, что день возвращения Раи в дикий лес придет, когда весна будет в полном расцвете. В глубине души он всегда беспокоился об этом моменте разлуки. Когда дикие цветы зацвели по всему лесу Джаспер, Адам понял, что пора отпустить Раю обратно на волю. Он увел ее вглубь леса, где было спокойно и много еды. Он снял ошейник, его руки дрожали, когда он касался густого меха Раи. Лиса замерла на мгновение, ее глаза искрились в мягком весеннем солнечном свете. Она не ушла сразу, а долго смотрела на него, словно запоминая знакомую фигуру. Наконец она слегка повернула голову и тихо исчезла в глубоком зеленом лесу. Адам стоял неподвижно, слушая шелест ветра, сливающийся со звуком его сердца. Вернувшись домой, он увидел большое пустое пространство там, где была Рая. Несмотря на это, он верил, что Рая будет жить свободно и сильно на природе. Каждое утро его глаза все еще поворачивались к краю леса с хрупкой надеждой. Пришла суровая зима Джаспера. Белый снег укрыл крышу и вход. Одной холодной ночью, когда Адам разжег огонь, в деревянную дверь раздался тихий царапающий звук. Сначала он подумал, что это сильный ветер ударил в нее, но звук повторился, терпеливый и настойчивый. Он открыл дверь, и его глаза внезапно остановились на знакомой фигуре в снегу. Это была Рая. Ее мех был густым и блестящим, а глаза по-прежнему сияли. За Раей следовали 3 маленьких лисенка, дрожащих, но храбро стоящих плечом к плечу. Рая ступила на крыльцо, стряхивая снег со своего меха. Ее глаза были устремлены на Адма с абсолютным доверием. Лисята постепенно приблизились, когда увидели, что их мать спокойно стоит рядом с человеком. Увиденное наполнило сердце Адама эмоциями, подобно зимнему чуду. В тот момент деревянный дом стал убежищем для целой лисьей семьи. Адам превратил угол гаража в теплое укрытие для Раи и ее 3 лисят. Он расстелил меховое одеяло, поставил миску с чистой водой и каждый день готовил свежее мясо. Поначалу лисята ели только тогда, когда Адам уходил. Их глаза все еще были полны осторожности. Но постепенно они научились подходить ближе, подражая доверию матери к нему. В некоторые ночи все 3 забирались на кровать, сворачивались калачиком у ног Адама, и их теплое дыхание распространялось вокруг. Он назвал их Флэр, Нип и Луна. Каждое имя ассоциировалось с белым зимним снегом. Теперь деревянный дом был наполнен звуками маленьких шагов, бегающих по полу, что создавало необычайно теплую атмосферу. Адам записывал каждый момент на камеру и в дневник, называя их снежными детьми. Он связался с экспертом по охране природы в национальном парке Джаспер, чтобы подготовиться к выпуску. Однако он не спешил, потому что этой зимой всей семье нужно было быть вместе. Рая часто стояла у окна, ее глаза следили за далеким заснеженным лесом. Адам тихо положил руку ей на спину, чувствуя бессловесную связь. Вся зима прошла в редком тепле среди холодов севера. Когда снег растаял и вернулась весна, Адам увел Раю и ее 3 детей в лес Джаспер. Он наблюдал за каждым их шагом, когда они устремились в природу, и его сердце было полно доверия. Рая оглянулась в последний раз, ее глаза были полны глубокой благодарности. Силуэты лисьей семьи постепенно исчезли в бесконечной зелени леса. С тех пор каждую зиму
Адам всегда оставляет дверь дома приоткрытой, ожидая нового воссоединения.